До начала событий мы днем с женой и двоими сынами, я взял своих двух сыновей, хотел пойти к брату, мы, часа в 2, да, днем. Ну, вышли мы уже, выходим с микрорайона буквально, и женщина, это Айдина, жена азербайджанка, вышла нам навстречу, говорит, я вас прошу, говорит, да, говорит, не иди, да, Ишхан, я тебя знаю хорошо, говорит, твоя жена. Говорит, не выходи из микрорайона, выйдешь, говорит, сразу убьют. Говорит. Они, говорит, уже начали убивать. Когда начались эти митинги в Сумгаите, 25-го, 26-го на площади Ленина. Да, ну мы знаете как, эта площадь Ленина находилась, как бы считалась центром города, старым центром города, а новый центр города уже был вот в пределе 3-го микрорайона, 2-го микрорайона, 36-го квартала, 34-го квартала, 2-й микрорайон, там, 4-м. Это уже был новый центр города, да. Были большие волнения. Это было, знаете, как, я думаю, все-таки это было целенаправленно именно на Сумгаит. Они пытались первый раз сделать в Кировабаде, приехали туда, там целый микрорайон армяне жили. И что-то там сделать было невозможно. А когда они приехали в Сумгаит, это для них как раз было то, что надо. Там у нас проживало где-то около 18 тысяч армяне, но все жили, как вам сказать, разрозненно. В каждом доме 2-3 человека армянской национальности. До того, как они ворвались к нам в подъезд, они сначала начали с 5-го дома, который перед нашим домом стоял. Ну, мы видели, что там творится. Начали там с 1-го этажа. Сначала Черкяза они вывели, избили его, потом бросили возле подъезда и поднялись дальше. А мы же все видим, что происходит. Я сразу отсюда говорю, ну давай топоры, говорю, давай, с балкона давай топорики. Сюда принеси, к двери поднеси пока. Посмотрим, что... Они когда, значит, вошли в подъезд, это была толпа, ну как вам сказать, если не соврать, все они в подъезде не умещаются, во дворе где-то человек 200-300 было. Там в основном, как вам сказать, молодежь была. Подростки, да, до 12, 13, 14 лет было, очень много было. Местных очень много, 70% местных. Все квартиры, где жили люди армянской национальности, они забрасывали камнями. Когда они ворвались в подъезд, начали с криком говорить, 12-я квартира и 8-я квартира, по-моему. Да, 8 и 12 сразу. Я говорю, а у нас же 6-я квартира была. Я говорю, как они, кто-то пропустили как-то, да. Ну, в 12 я же знаю, кто живет, там азербайджанцы жили, Гусейновы. Как сейчас помню, да, своих соседей всех. Я говорю, наверное, пронесет, да. Так, мелькнула мысль. А потом, я слышу, уже говорит, не, говорит, 8-я и 6-я. По всей вероятности, у них у всех действительно были списки. Были именно в каком доме, сколько живет армяне. Уже они по этажам говорили, где живут армяне, понимаете? Из толпы эти голоса разносились, и они говорили, где живут армяне. Откуда они могли знать? Значит, у них список кто-то им дал этот. Именно людей армянской национальности. Им ни русские не нужны были, ни талыши, никто, только армяне. Все было целенаправленно, понимаете? Истребить, как говорится. И камни, я говорю, я даже удивился, зачем эти камни все привезли. Знаете, как вот у нас перед домом беседка стояла, перед домом, а с левой стороны там свободное пространство, да, проходить можно. Камни высыпали с машины, говорит, а зачем, я его спрашиваю. То, что произошло вот в 5-м доме, и в 6-м доме, и в 4-м доме, это было что-то ужасное. Ну, а когда они уже спустились, начали нашу дверь, как говорится, выносить, ну, только вот дверь они вынесли, и там и началась у нас резня топорами и вперед. Когда я с первым потоком, когда я их спустил до 1-го этажа, поднимался наверх, оказывается, наверху еще были, а я же не видел, и мне получил удар сразу по голове арматурой напротив с лестничной площадки. Ну, меня повело так сразу, удар такой в голову. Ну, тут видно, прошито здесь. Сразу рассекло голову. Мать подхватила, и отец тут с топором. А это, оказывается, там 2 человека, один с арматурами, они сразу поднялись выше туда. Потом Рафик присоединился к нам со своим тестем, с Адамян Грантом, Томасян Рафик. Он присоединился к нам, но уже нас было 4 в это время, дети, жена. Ну, во 2-м потоке уже, когда пошли, там уже жена Эльмира,
Да, она перемешала, значит, перец с солью. И когда они начали подниматься, второй раз, она говорит, этот перец с солью по глазам им. Все в глаза, у них щипет глаза и все вниз обратно. Периодически они через каждые 20-25 минут заново по 2-3 человека подниматься начинали, чтобы как-то преодолеть этот барьер, то есть ворваться к нам домой и сделать все свои дела, да, грязные. Потом они через балкон начали лезть уже, вот как сейчас, помнишь, на балконе, когда я подходил, вышел, подошел так через комнату, прошел, смотрю, чья-то рука, я прям по руке вот так топором. И с криком туда он вниз слетел обратно. И оттуда уже с улицы доносится. Мы, говорит, все, сожгем его, говорит, живьем сожгем. Но сначала, говорит, мы, говорит, тебе покажем, что к чему. Сначала мы твоих детей, говорит, зажарим у тебя на глазах, жену изнасилуем, а потом тебя сожгем. И это было что-то ужасное. Это уже не было сомнений, что они тебя убьют. Или ты должен, или они тебя должны. Вопрос не был там. Конкретно как-то уже вошло в душу, что ты должен защитить свою семью. Все. Звонили и начальнику милиции, куда только, и в скорую помощь. Вспышки по всему городу, говорит, но мы вам ничего обещать не можем. Говорит. Как освободимся, так приедем. Понимаешь? Они не отказывались, не говорили, что и мы не приедем. Как освободимся, так приедем. Но приехать фактически они не приезжают, потому что милиция стояла во дворе у нас. Стоят и смотрят. Где-то буквально 2-2,5 часа уже прошло, и смотрю, они женщину обнаженную ведут вот перед собой. Совершенно вот обнаженную. У нее все тело было, у меня, ну, в окурках затушено. Да прям видно на теле вот так. А следы окурков, вот папиросы прикурили и гасили на теле. Раздались такие громкие стуки, да. Я говорю, что за стук, пап? Я говорю, ты что, слышал? Он говорит, я слышу. Он говорит, по-моему, стену ломают. Я говорю, ну давай ковер сорви, пап. А у нас ковер висел 3×4 на стене, большой. Он ковер сорвал со стены, мы смотрим прям где-то сантиметров 80 от пола, прям уже стена идет туда, и вдруг раз лом выскочил. Он говорит, вот здесь ломают они. Ну, они не скоро, говорит, сломают, потому что стена мощная, да. Да, и где-то через час вот они выломали где-то такой маленький проем. Проем, наверное, 20×40. Один камень, да, они вытащили, выбили. И слышу, что-то булькает, да, вливается в квартиру. А я запах-то не чувствую, нос сломан у меня. Я говорю, пап, ты что, Жемчуг, чувствуешь? Говорит, бензин, говорит, что чувствуешь? Говорит, отойди подальше. Пока мы только отойди, как спичку они бросят, как грохнуло, вся квартира горит. Мать быстро, у нас ванна полная воды была. Водой быстренько залила все это, то, что они залили, затушила. Ну, я, правда, немножко подхватил этого огня, да. Они уже через стенку полезли к нам. Это шрамы все из Сумгайца. У меня не было шрамов вообще. У меня 16 шрамов на лице, на ногах. Когда у нас квартира вспыхнула, они вызвали пожарную. Пожарная машина приехала. Вместо того, чтобы нам помогать, она свою пожарную лестницу выдвинула на крышу. Представьте себе, на крышу, через 5-й этаж, и начали спускаться вниз. Да? Когда я маму тоже отправил, уже где-то в 11 часу отправил туда к соседям на 5-й этаж. Ну, остался я, отец, и Рафик, и Адамян Грант. Нас 4 осталось, 4 мужчин. И уже не было сомнений в том, что они нас должны просто сжечь и убить, и все и прочее. Периодически поднимались, опускались. Дальше 2-го этажа не могут подняться. Они до того часто поднимались, что, ну, перед собой они, вот, знаешь, двери подъездные были деревянные, они эти деревянные двери сняли и перед собой как щитом. А потом бросали у нас на лестнице площадке. А на балконе у меня солярка была 40 литров. Я эту солярку вот влил туда, вот поэтому они пожарку выжгли. Залил на эти щиты прям на лестничной площадке. Ну там гора такая. А он взял, поджег. Перекрыл ходом, понимаете? Вот они пожарную вызвали и затушили через окна. Со 2-го этажа. Затушили, а потом лестницу выдвинули для них. Там, ну, такие ультиматумы уже у них, у турков, знаете, какие шли. Вот мы, говорит, твоего соседа, говорит, со 2-го этажа, говорит, сожгли уже, говорит, и тебя сожгем так же. Он говорит, молодой пацан был, сгорел, говорит.
И отца, говорит, замочили. И тебя, говорит, также замочим вместе с отцом. Ну, то, что происходило там, это невозможно забыть. И когда вот лом вошел и губу мне разбили, когда такие слитки, камни, да, вот завезли их с производственной зоны трубопрокатного завода. Прям. Специально завезли возле микрорайона, возле домов высыпали прям. Они как смешаны с железом был. И когда попал вот камень именно сюда, у меня вот эти зубы все вот так начали, ну я прям чувствовал, что они ходят у меня ходуном. Я потерял сознание и все, вроде, я пришел в чувство, значит пол-то у нас весь мокрый был. И такое, ну вот я лежу лицом вниз, я как сейчас помню, да, вот. Ну хочу встать, не могу. А меня как бы, знаете, как током как будто пробило. Хосанка опять азартная, или что такое, где? И хочу встать не могу, хочу встать не могу. Вот тишина такая, гробовая тишина. Мяга, дзен, цепочка, смеши, что, где я нахожусь? Может, мне кажется, может, я не живой, мне так кажется. В общем, кое-как я вылез из-под этих одеялов и матрасов. Значит, у нас две кровати так стояла, одна там стояла, и вот я между крайней и этими кроватями и лежал там внутри, заваленный одеялом. Вылез оттуда я, подошел к двери 5-й квартиры. У меня еще топор в руках опять, вы понимаете? Я с топором в руках как бы лежал там. Вот так топором по этой двери 5-й квартире ударил пару раз, Шевкят, а хозяйку звали Шевкят. Оказывается, Эльмира с детьми там, она не слышала нас, понимаете? С детьми она сидела там под ковром. Это хозяйка этой квартиры, вот Антону, вот как они в углу, она завалила коврами и одеждой старой завалила, говорит, не двигайтесь отсюда, нашу квартиру не тронут все равно. Потом поднялся я уже на 5-й этаж, я же помню, куда мать сказала, иди туда. Поднялся, они мне дверь открыли, и смотрит она такими глазами, говорит, ты откуда? Ты живой? Это невозможно. Я говорю, ну видишь, живой, да. И она вызвала милицию. И тут приехали и военные, и начальник милиции, в общем, живой человек с матерью. Приезжайте, говорит, армяне, говорит, забирайте их. Приезжает начальник милиции, какой-то военный полковник. Это 2-й час ночи был уже. Военный говорит, сынок, говорит, мы разберемся, говорит. Нам очень поздно приказ отдали, говорит. Военные тоже находились в городе, понимаете? Вызвали скорую помощь, приехала скорая в сопровождении русских солдат. И меня с матерью забрали в больницу. Мать в больнице перевязали, голову перевязали, она оттуда босиком опять пошла к брату. Представляете, что в 4 часа утра где-то в это время начали эвакуировать из Сумгаита, в этом клубе СК там была такая антисанитария бешеная. Ну, сколько армян было, всех привезли в один клуб, представляете? Со всего города. С морга моего отца забрал мой дядя. Он говорит, Эткан, отец матисалетесатчикам. Но он в Баку, да, скончался мой отец. Он на 4-й день скончался. Уголовное дело возбудили, но, знаете, мы по этим уголовным делам, возбужденным уголовным делам, то, что у нас квартира была сожжена, все было разграблено, причинен ущерб где-то в пределах. У нас даже этот листок был, вынесено было решение прокуратуры СССР, 28 тысяч было нанесено ущерба в рублях квартире, но мы не получили ни копейки. А суд был по вашему делу? Нет, так и суд не состоялся. И так, никто не был наказан? Нет. То, что говорят, возможно, что время раны залечивает, это неправда. Прошло уже 30 лет, как будто это произошло вчера.